А тут идите. Ну чё, всем привет. Много раз просили сделать обзор на кепку белую. Пока еще белая. Нет. Вот на вот эти вот чернила. 214 литр. В Ростове, Сэнди. Зашли, купили сегодня маркеров. Special for обзор. Просто Салек английский учит. Короче, взяли Mad Skills. Вот такой вот, как обувная губка. Перо покинуло чат уже. Внутри даже шарик есть. Железный. Взяли вот такой вот мастерпис Spot Killer. Толстый. Хотим самые толстые теги в городе. Только 81 и только Spot Killer. Ну и обычный дриппер. Салфеток, ничего такого не взяли. Есть у меня. Пролил? Все потом. Заправить и не пролить чернила. Надо, конечно, было поролона какого-нибудь купить или этого капрона маркер укрепить, а то, мне кажется, сегодня до утра он уже не доживет. Да, возможно, то, что он на первой теге отлетел. Опа. Смотри, как ювелирная работа. Может быть, конечно, слишком много. Давай дальше. Посмотрим, не расползаются ли теги со слезака. И интересно, как будут работать в толстом маркере. Часто спрашивают, подойдут ли 214 именно для этого маркера. Не знаю почему. Наверное, потому что 214 самые дешевые. Но вот сегодня мы на этот вопрос и ответим. Потегаем эти. Я думаю, литра как раз нам хватит на пару дней в Ростове и пару дней в Воронеже. Что там? Половину? Еще дохуя, не, больше половины. Ну все тогда. Тегаем не спеша. Ты что-то жалеешь, что ли? Да, потому что все равно вот эта хуйня какая-то сначала должна накрывать. Без 14 в такую губку не зашли. Клей отклеился сразу от спирта. И после 2 ташков губка нахер отлетела. Сейчас сниму. О! Вот такой вот после 2 ташков. Короче, не выдержал маркер чернил. Но если капроном бы усилить, ссылочку сверху оставил, как это делать, то, наверное, конечно, прожило бы чуть дольше. Но вообще чернила не для таких маркеров.
Братан, ты здесь не в кассу, конечно. Пробуем 214 заправить в Paint из-под хрома пустой. Будет работать или нет. Инъекция. Так я, конечно, устал, наверное, набирать. Держи эту штучку сверху, да. Опа. Бля. Да-да-да. Все равно пачкается. Так, ну, спустя час. Ну, сверху хром, конечно, выходит. Он плотнее пигмента. Ну, попробуем, будет писать черным или нет. Короче, мы не смогли остановиться, и уже третий Paint заправляем черными чернилами. Ну, типа у нас их литр, мы решили все ими заправить. Там, ладно, два красных. Ой, два хрома было. Хром с черным нормально вроде. А вот здесь вот красного был треть маркера. Не знаю, будет вот это вообще писать или нет. Ну, расскажем потом. Думаешь, она типа такая густая? Ну, типа, может, в другую сторону, по-моему. В другую сторону, да. Ну, типа, надо перетрусить хорошенько. Вот и банан черненьким уколоть. Что-то так чернилками потом с утра. Пока так просто красному пишет. Черного не наблюдается. Надо, походу, сейчас красный потратить. Шипит жестко, бля. Так, ну что, 214 в Unipaint после хрома пишет вообще хорошо. И придумали лайфхак. Короче, если осталось чуть-чуть хрома, там, не знаю, четверть маркера, то все, оставшуюся часть можно залить просто чернилами черными. И долгое время, короче, будет писать как бы черным, но так как пигмент хрома выигрывает, то ожог все равно будет становиться хромом. И, короче, по факту получилось, что было немного хрома, а мы сделали, добавив черного, еще больше, типа, хромовых чернил. Ну, потом, конечно, стало писать уже просто черным. Но тоже неплохо, прикольно пишет. Вот этот вообще прикольно выгорает. Он пишет как бы черным, но становится хромом, видите? Коктейль, сейчас я на руку все. Коктейль номер раз. Следующий. Да давай сразу это.
Хочешь все держать? Хочу все пить. На спортсмене. Так тут марширует. Так, а вот у меня вопрос. Вот то, что ты их снимал пассатижами. Теперь мы не сможем ничего снять без пассатижей? Кого снимал? Ну, вот эти верхушки. Я ж только что снял без пассатижа. Вот он. Так, ну тогда мне тоже надо будет один такой заправить. Полный газ. Газ класс. Найс. Все, у меня кусок есть вороны, блядь. Ты можешь билет смотреть обратно. Заворачивайся. С бананом и нутеллой, блядь. Тебя учили такое в твоем в школе поварской в твоей? Вот так вот смотри. Творог в одном месте только собрался. Это крем-чиз. Если что. Вот так смотри. О, Филадельфия. Закончился прикинь. Хорошо, по цель волна возьмешь. На. Такси. Погоди. И не очень. Ну, немного хрома видно, да. Расползается люто. Не для скизеров эти чернила.
Убили, пизда. Карма. Только новое стекло за***л. Блин, прикольно, что здесь весь пол рас... Давайте заправку после этого сделаем. Можно, кстати. Растягиваем все здесь. Сипишку давай. Сейчас обновим. Я думал, АМГ напишешь. Есть перчатка? Какая давай? Перчатка, блин. К утру все равно пизда рукам будет. Что еще, пацан, давай тебе еще твой маркер закроем. О, уже пошел черный с красным. Оденешься? Блять, это бомба вообще. Просто на. Сука, этим маркером тегать просто. Фиолетовый получился. Что там, заправка, да, следующий. Пит-стоп. Я пытаюсь потратить побольше. Ебать, все пусто уже. Видишь, литра не хватит. Хватит. Много на литу. Да, нормально, нормально. Да, на через край пофигарится. Не, братан. Что? Нужно, чтобы кровь какая была. Что, на салфетке есть какая-нибудь? Есть что-нибудь? Да. А потом блиндаж.
Копы. Сразу поползло. Этот маркер, короче, в сквизерах писать можно, но нужна поверхность, которая немного впитывает. Ну, если условно, там, банально сказать, написать дома на обоях, то тот ожог не расползется, потому что впитывающая поверхность. Если поверхность гладкая, куда краска плохо впитывается, то надо делать либо огромные теги, либо приноровиться, как давить, чтобы теги не расползались совсем. Смотри, кстати, чисто черный стал маркер. Давай тебе заправим сразу. Так, с двух рук. Пит-стоп. Ой. Ой. Так, ну по которому потекло, это твой. Потекло не пусто. Я там переборщил. Все. Тоже много налил. Там много чернила не закрывается, поэтому. Куда мне их отпить? Ну, отливать надо, блин. Опа! Нет.
скретч. На себя. Он потом все проверит. Ну что, давай. Стену испортили, блядь. Нормально. Что, опять заправляешь? Что, прям много, да, вот так вот можно сказать? Ну тут кроме как на потолке, по-моему, больше негде. Это уже занято. Да, давай сделаю. Оу. Ну хорошо.
Преобразованном бачу. Мне не вышли. Ну вот, 214 на полу. Посмотрим, как ототрется. Как-то протек пакет после трипа с чернилами, с маркером. Это в пейнте было заправлено. В пейнт заправлять, походу, нельзя. Вообще оттерлась схема с хозяйственным мылом и жидкостью для снятия лака. Я на самом деле не ожидал, что это отмоется. Такое большое пятно. Но почти ничего не осталось. Уже немножко подкисает. Смоем. Трэш, блядь.